Встречал ли ты бродячих собак в общественном транспорте? В метро, понятное дело, вряд ли. В Москве и Санкт-Петербурге крупным собакам, за исключением служебных, запрещен проход в метрополитен. Огромный пес спокойно ездит сам по себе в общественном транспорте Стамбула, тем не менее путешественники на наземном транспорте встречаются. Феномен этот особо не исследовался, так как собаки, которые выбирают такой способ перемещения, как правило, ведут себя очень прилично и особого беспокойства у пассажиров не вызывают. Однако недавно в метро Стамбула появился по-настоящему необычный пес, не заметить которого просто нельзя. Во-первых, он огромный. Очень похож на анатолийскую овчарку, которая является одной из самых крупных пород на Земле. Во-вторых, пес ездит очень интеллигентно, соблюдая все правила, пропускает выходящих из вагона пассажиров, стоит на эскалаторе справа, даже уступает место, если в вагоне становится людно. Пассажиры стали делать фотографии этого странного животного и размещать их в интернете, пытаясь найти его хозяина. Многие думали, что собака потерялась. В итоге пса заметили власти Стамбула и установили, что никакого хозяина у него нет. Он просто бездомный путешественник. При этом настолько умный и безобидный, что его не стали отлавливать и запирать, а решили исследовать этот феномен. На пса надели ошейник с его новым именем Баджи, так в Турции называют центральные вагоны поезда метро, в которых четвероногий путешественник встречался чаще всего, и поместили ему на ухо чип, который отслеживает местонахождение. Оказалось, что Баджи живет просто невероятной жизнью. Весь день он ездит по Стамбулу, пользуясь самыми разными видами транспорта. Гуляка спокойно пользуется автобусом, пригородными поездами, метро и даже иногда садится на паром, чтобы скататься на острова. В итоге за день Баджи проезжает около 30 километров. У него есть друзья, которые его подкармливают. Однако нигде этот любитель общественного транспорта не задерживается надолго. Кажется, его любимое место – это центральная линия стамбульского метро, по которой Баджи любит ездить туда-сюда. Изучив перемещение Баджи, стамбульское метро решило взять его под свою опеку. Пса отвели к ветеринару, провели стерилизацию и определили ему ежедневное довольствие. С 2021 года Баджи стал четвероногим талисманом стамбульского общественного транспорта. Ему завели Инстаграм, запрещенная в России экстремистская организация, куда поклонники регулярно постят фотографии о похождениях этого удивительного персонажа. Многие хотят усыновить Баджи, однако, кажется, ему больше нравится жить своей удивительной бродяжьей жизнью. Выглядит он абсолютно счастливым.